Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Мы не раз с вами, друзья, говорили о том, что мода – дама капризная и переменчивая с норовистым характером. Сегодня она настолько стремительно развивается, что с появлением какой-то новой тенденции появляется и совершенно новый термин. Порой голова идет кругом от такого количества непонятных названий. Но чаще всего новое – это хорошо забытое старое. Поэтому, чтобы быть в теме, давайте разбираться, что как называется и откуда появилось. Я приготовила для вас, мои верные подписчики и гости канала, небольшую модную шпаргалку на лето 2021. И я уверена, список неполный. Жду в комментариях ваши подсказки и примеры. Слингбеки – туфли с закрытым носом и открытой пяткой. Презентация этой стильной обуви состоялась на подиуме еще в 1947, когда Кристиан Диор впервые показал миру коллекцию платьев New Look. Новый этап популярности этих туфель запустила Коко Шанель. В 1957-м она представила свою версию модели на низком каблуке и с двухцветным носком. Сегодня многие бренды попытались либо повторить популярный фасон, либо предложить неординарное решение. В модном образе от Dolce & Gabbana слингбеки получили озорную расцветку в горошек, что идеально гармонирует с такой же по характеру блузой, где мы видим интересный микс крупного и мелкого узора. Под маркой Prada вы заметите на обуви дополнительный язычок. Так в компании пересмотрели фирменную треугольную нашивку именитого бренда. Здесь изящные туфли составили прекрасный дуэт с платьем в модном этим летом желтом оттенке. Биркенстоки. Как раз тот самый случай, когда и стильно, и модно, и для здоровья полезно. Замечательные ортопедические сандалии на пробковой подошве. Крепление только на стопе, не на щиколотках, в виде широких ремешков с пряжками. Свое название обувь получила в честь создателя удобных тапочек со стелькой, повторяющей все изгибы стопы. Конрад Биркенсток и предположить не мог, что через 100 лет его изобретение станет таким популярным. Если вам предстоит длительная пешая прогулка жарким летом, лучшей обуви не найти. Это выбор тех, кто ценит удобство и практичность. Летние сандалии станут частью модного ансамбля и для юных леди, и для дам постарше. Эспадрильи. Летняя обувь родом из Испании. Материал верха здесь текстиль или тонкая кожа. Плоская широкая подошва, либо танкетка, либо платформа обычно имеет джутовую отделку. Эспадрильи хорошо смотрятся с летними брюками из хлопка, одеждой в стиле бохо, макси-юбками и летними сарафанами, платьями. Все цвета обычно близки к естественной природной гамме. Лучшие примеры в модной линейке от Dior. Панталеты. Открытая обувь на тонкой плоской подошве с небольшим устойчивым каблучком. Высота каблука 1-2 см, не более. Держатся на ноге за счет широкой перемычки, других ремешков у них нет. Хороши для городских прогулок, а также пляжа, поездки в отпуск на берег моря. Отлично впишутся в любой наряд для знойного лета. В модной линейке от Michael Kors вы найдете немало интересных сочетаний. Клоги. Имеют форму башмаков без задника и с металлическими заклепками. Актуальный тренд сезона 2021, который сегодня только набирает обороты. Не всем моим зрителям, возможно, подобная обувь придется по душе, но кто-то из вас точно влюбится в эту модель до беспамятства. В коллекции от Hermès есть разные по оттенку монохромные образы, где клоги отлично смотрятся. Флип-флопы. Обычно мы привыкли называть эту летнюю обувь вьетнамками. Свое новое имя модель получила из-за специфического звука щелчка, который раздается при ходьбе. История флип-флопов началась еще в Древнем Египте и не заканчивается до сих пор. Как обычно, модные идеи приходят из прошлого. Правда, дизайнеры значительно подкорректировали современную модель, добавив простым шлепкам небольшой каблук или платформу. Впрочем, все это тоже когда-то было. Теперь мы носим флип-флопы не только на пляже, но и в городе. Фишме или рыбацкие сандалии.
Еще их называют папины, а точнее дедушкины сандалии. Один из самых топовых трендов на лето 2021. Эта модель очень долго считалась антимодной, но, лихо перепрыгнув из мужского гардероба в женский, получила новую путевку в жизнь. Модная обувь сочетает в себе сразу несколько разных по стилю элементов. Минимализм и брутальный характер гладиаторских сандалий, а также силуэт пляжных аксессуаров из пластика. Но можно выбрать и наивное ретро. Довольно часто дизайнеры пытаются поэкспериментировать с популярным фасоном. В итоге сандалии неожиданно получили фантазийный каблук или популярную среди модниц платформу. Слипоны. Сегодня они вернулись из модного изгнания. В тренде простые лаконичные модели. Носить слипоны можно с джинсами, летними брюками, стильными топами, воздушными платьями и даже офисными костюмами. Мюли. Элегантный вариант обуви на лето. На каблуке или без – решать вам. Главное их отличие от босоножек – закрытый нос, с которым можно и обойтись без гламурного педикюра. Когда-то практичную обувь без задника носили римские магистры. Чуть позже модель приглянулась француженкам, которые приспособили ее для будуара. А в этом году мюли попали в виш-листы всех модниц мира. Составлять модные образы с такой обувью проще простого. Дизайнеры позаботились о том, чтобы она подходила к любой одежде. Если сомневаетесь в правильном выборе, присмотритесь для начала к более классическим вариантам. Но лето – это все же пора ярких красок и смелых решений. Мэри Джейн. Милые туфли на каблуке с округлым закрытым носом и ремешком на подъеме. Сегодня в новых коллекциях можно встретить модели без каблука и даже модной грубой подошве. В круизной линейке Resort 2021 под маркой Chanel туфли стали частью романтичного образа. В таком наряде хочется неспешно прогуляться по набережной на каком-нибудь далеком южном курорте. Балетки. Мне как-то сложно представить девушку, у которой для лета не найдется пара женских туфель с закрытым носком на плоской подошве. Балетки получили свое название за сходство с профессиональной обувью в балете. Они были созданы известным обувным мастером в конце 19 века в Нью-Йорке. В этом сезоне балетки вновь актуальны, но заметно преобразились. Фокус «достану из шкафа туфельки пятилетней давности» не сработает. Зато сочетать их можно абсолютно с любой одеждой. Как видите, ничего сложного в модной терминологии нет. Я надеюсь, друзья, мои подсказки помогут вам не потеряться в топовых новинках сезона. При таком разнообразии модной летней обуви нас теперь точно не напугать жаркой погодой, длительными прогулками и даже танцами под открытым небом. Всем спасибо за просмотр, за поставленный лайк и пару слов в комментариях. Успехов, хорошего дня и только яркого, солнечного настроения!